Добрый день. Мы рады приветствовать всех участников нашего вебинара, посвященного выходу строительных, подрядных и проектных компаний на рынок Республики Узбекистан. Меня зовут Сергей Сущеня, я старший юрист международной юридической группы «Ривера», и я сегодня буду модератором этой встречи. Моя специализация — сопровождение строительного бизнеса. Наша компания уже более 25 лет сопровождает строительные проекты и споры в различных юрисдикциях. Мы работаем с заказчиками, инженерами, подрядчиками, проектными компаниями более чем в 10 юрисдикциях мира. В сферу нашей экспертизы входят все вопросы строительства, сопровождения строительства, начиная от заключения договора, даже начиная со входа на строительный рынок, последующего заключения договора и заканчивая разрешением строительных споров, в том числе в арбитраже. Мы хорошо понимаем, что выход на новый рынок — это всегда вызов, это всегда сложности. Нужно выбрать форму присутствия, нужно решить вопросы с персоналом, лицензирование, налогообложение и так далее. И сегодняшний вебинар — это хорошая возможность для тех компаний, которые присматриваются к строительному рынку Узбекистана, рассматривают возможность выйти в этот регион в качестве игрока, планируют первые практические шаги. И для сегодняшней встречи мы выбрали Узбекистан не просто так, это растущая экономика, в том числе в разрезе строительства. И более того, у нас есть эксперт в правовом поле Узбекистана, человек с 20-летним опытом сопровождения бизнеса с точки зрения права. Я представляю вам сегодня моего собеседника, основного спикера. Это партнер юридической панели Ривера Узбекистан Азиз Ахтамов. Приветствую тебя, Азиз. Приветствую, Сергей, приветствую всех участников, зрителей сегодняшнего нашего вебинара. А, Сегодня Начнем. Да, расскажу пару организационных вопросов. Сегодняшняя встреча пройдет в формате беседы. Мы обсудим самые важные вопросы, которые могут возникнуть при входе на строительный рынок Узбекистана. Сегодня у нас присутствуют руководители, юристы, специалисты строительных компаний. По списку я вижу, что некоторые из этих компаний уже встречались на практике с международными проектами, поэтому мы надеемся, что этот вебинар для вас будет полезен и интересен. Ваши вопросы, которые вы задавали в анкете при регистрации, мы обязательно на них ответим в течение мероприятия. Также в чате YouTube вы можете задавать свои вопросы, мы также в конце мероприятия на него ответим. Азиз, предлагаю начинать. И первый вопрос у нас связан с таким небольшим обзором строительного рынка, чтобы те, кто только к нему присматривается, понимали, что он из себя представляет. Расскажи, пожалуйста, о нем. Ну, если в общем так брать, опять же, обращаясь к статистике, в Узбекистане действует более 30 тысяч предприятий в строительстве. В целом, по статистике, фиксируется устойчивый рост. Одновременно структура рынка показывает, что имеется высокая раздробленность. Значительная часть строительных компаний приходится на небольшие компании. И в то же время заметна доля неформального сектора, так скажем, теневого. Э, Ну, это означает, что рынок растущий, но организационно неоднородный. В целом так. По Мгм. формам собственности в Узбекистане основной корпоративной формой остается все-таки общество с ограниченной ответственностью. Э, На начало 2026 года из более 400 тысяч компаний, коммерческих организаций, более 320 тысяч — это общество ограниченной ответственности. Если говорить про иностранных игроков, это важный ориентир, потому что если цель, так скажем, полноценная операционная деятельность, все-таки локальная дочка в форме общества ограниченной ответственности обычно является базовой. Если говорить об иностранных компаниях, представленных на рынке, то э, на начало 2026 года в Узбекистане действует около 1500
компаний с иностранным капиталом. По странам происхождения лидируют Китай, Россия, Турция. Другие страны представлены в более меньшем количестве, конечно. Если говорить о европейских компаниях, то они больше представлены, что присутствуют на рынке. Они не относятся к крупнейшим национальным группам, так скажем, но и они в основном в нишах проектирования, поставки оборудования, технологий, вот в таком Мгм. плане. Мгм. А подскажи, пожалуйста, ну, я так понимаю, у вас есть и государственный сегмент, и частный в строительная компания, верно понимаю? Да, государственные сегменты, они представлены больше в промышленности, инфраструктурных проектах, это нефть и газ, газодобывающая сфера, строительство инфраструктуры дорог, строительство в части э, энергоресурсов, так скажем. Это Вот, солнечные, ветряные, зеленая энергетика. Ну и крупные промышленные объекты, заводы по переработке. мы как раз перешли так плавно к сегментам строительства. Наверное, любой рынок строительства представлен разными сегментами. Там жилье, склады, промышленность. Как у вас вот распределение? Есть ли какие-то перекосы в части отрасли строительства, что сейчас там бум, допустим, строительства жилья или бум промышленного строительства? Как вот можешь описать? Ну, я бы не говорил, что в Узбекистане какая-то однородная, значит, и там, допустим, только жилищное строительство. Если обратиться к официальной статистике, то можно выделить несколько крупных блоков. Это гражданское строительство, промышленное строительство, инфраструктурные и специальные проекты. Практически рынок можно поделить на жилищно-городскую застройку. Сейчас тоже очень сильно развивается промышленное строительство, транспортная и инженерная инфраструктура, склады, логистика сейчас очень сильно развивается у нас. Ну и специализированные технически сложные объекты. Но вот, если говорить о таких крупных, сейчас вот планируется строительство, уже начато строительство э, атомных станций. Мгм. Поэтому по итогам 2025 года общий рост строительных работ составил приблизительно 14%. Большой рост. Да, это высокий показатель по меркам даже быстро растущей экономики, поэтому и это объясняет, наверное, сохраняющий интерес иностранных компаний. Мгм. Тоже предлагаю плавно переходить к следующему вопросу. У вас растущая экономика, у вас растущее население, и у вас есть сильный экономический сосед, и вы находитесь в вот этой инициативе «Один пояс, один путь». Насколько вот китайская экономика, китайские инвестиции влияют на строительный сектор, влияют на экономику? Помогает ли вам это, что вы находитесь в этой инициативе и как это выглядит на практике? Ну, прежде всего, инициатива «Один пояс, один путь» имеет инфраструктурное и индустриальное значение. Это транспортные коридоры, логистика, индустриальные зоны, энергетика, производство. Э, По, так скажем, оценкам того же Всемирного банка, Узбекистан рассматривается как один из бенефициаров усиления транспортной связанности в рамках данной инициативы. Также можно отметить, что на саммите 2025 года президент Узбекистана э, предложил формировать долгосрочную повестку в рамках данной инициативы. Это промышленный инфраструктурный пояс Центральная Азия, Китай. Это означает, опять же, усиление стратегического сотрудничества и сеть инфраструктурных проектов. Дороги, логистика, трубопроводы, объединяющие страны Центральной Азии с Китаем. Э, Направление развития инфраструктуры и перенос промышленных мощностей в рамках инициативы «Один путь, один путь» тоже обеспечит это
обеспечения, скажем, связи Китая с Европой и Ближним Востоком. Мгм. Поэтому Китай тоже очень сильно смотрит на эти вопросы. И вот у нас был как раз один вопрос в заявке участников про экспортное финансирование. То есть, когда, по сути, подрядчик приходит со своим финансированием, говорит, у меня есть банк, который может профинансировать проект, но я буду работать на этом проекте. Ну, такой экспортно-импортное финансирование, да, такой международный институт в праве и финансировании. Есть ли у вас такие примеры? Вот мы упомянули Китай, может, другие страны. Есть ли примеры экспортно-импортного финансирования на рынке Республики Узбекистан? Ну, очень много примеров, в частности, опять же, Китай, он очень много вкладывает, значит, свои же организации, которые входят на рынок. В большинстве случаев это какие-то межгосударственные проекты. Ну, в целом, если брать экспортное финансирование, хороший инструмент для входа в строительный рынок Узбекистана. Если проект можно будет структурировать как экспорт, значит, лиц с данной страны, да, с достаточным содержанием экспорта. При этом я бы сказал, что экспортное финансирование, наверное, не нужно рассматривать его как финансирование вместо допуска, а рассматривать его как двойную структуру. То есть финансирующий контур он может как бы давать преимущество, но в то же время очень важен узбекский лицензированный регуляторный контур. Вот мы как раз переходим, что любой рынок так или иначе, как правильно сказать, выполнение работы, потом использование объектов, это всегда связано с использованием людьми зданий, там, сооружений и, соответственно, здоровьем людей, и государство никого попало пускают в этот рынок, нужно доказать свою компетентность. Во многих странах есть процедуры там, аттестации соответствия, саморегулируемых организаций, лицензирования. Поэтому хочется вот как вход на рынок разобрать как раз вот эти строительные допуски, какие вот строительные допуски есть для подрядных и проектных компаний для входа на рынок Узбекистана. Ну, наверное, доступ к строительной проектной деятельности построен не по модели как бы одного универсального доступа, как и во многих других странах, а по модели многоуровневого регулирования, так скажем. Э, Есть виды деятельности, которые прямо указывают, что необходимо э, наличие лицензий. Это допуски к персоналу, квалификации. В целом, если говорить о разработчиках градостроительной документации, они действуют на основании лицензии. Подрядчики также должны иметь какие-то лицензии, если это связано с определенным видом деятельности, допустим, строительство мостов, тоннелей, опасных производств. Опять же, допуски специалистов подрядных организаций, они должны проходить аттестацию, сертификацию. Отсюда я бы отметил, так скажем, практический тезис, что вход на рынок почти всегда означает э, само присутствие связки, значит, множество факторов. Это наличие юрлица или какого-то иного присутствия, лицензии или уведомительного режима, проектных согласований, экспертизы, разрешительной документации уже по самим объектам. Э, Поэтому дополнительно я бы выделил отдельные виды деятельности, которые сохраняют специализируемые, значит, лицензируемые, особенно жестко регулируемые режимы. Например, для объектов повышенной опасности, мостов, тоннелей, отдельных специализированных видов работ. Дополнительно курс государств последних лет направлен на усиление контроля за проектными, скажем так, за проектными организациями, авторским надзором, техническим надзором.
В частности, обязательно вот, по постановлению обязательно создания специализированного объекта – это служба заказчика. Служба заказчика, которая полностью управляет проектом, координирует деятельность участников, всех участников. И создание такой службы обязательно на, допустим, объектах с участием государства или же государственных предприятий с долей государства 50% и более. Соответственно, к ним предъявляются определенные требования. Это требования квалификации сотрудников, определенные специалисты, которые должны заниматься этим. И, соответственно, данные специалисты проходят сертификацию. Сертификат выдается сроком на 3 года. Уполномоченным органом является Министерство строительства. Ну, в Мгм. целом вот так. Если я правильно услышал, то лицензируется там условно не все подряд, не все виды строительства, а по определенным, по прописанным в законодательстве видам, да. Да, да, да. М. Так, Так и есть. но если мы говорим про виды, относящиеся к строительной деятельности, например, будем говорить так, некоторые виды строительных работ и их видов лицензируются, некоторые виды проектных работ и их видов лицензируются. А что еще лицензируется? Допустим, инженерные услуги лицензируются или нет, когда ты как инженер действуешь, как технадзор? Вот сейчас я как раз-таки про это и говорил. Если говорить о технадзоре, то как таковой этот вид не лицензируется, но он регулируется посредством допуска специалистов, квалификации специалистов и их сертификации. То Мгм. есть фактически можно сказать, что лицензирование происходит через допуск специалистов, сертифицированных специалистов. Мгм. Сертификация, она является обязательной, проводится после обучения и сдачи квалификационных, так скажем, экзаменов э, структуры Министерства строительства. Опять же, повторюсь, что сертификаты выдаются сроком на 3 года. Ну, забегая вперед, могу сказать, что если говорить об иностранных сотрудниках, то их квалификация может приниматься, то есть, там, грубо говоря, дипломы или же какие-то документы, подтверждающие их квалификацию, но они в любом случае будут проходить Да. сертификацию и получать сертификат. Мгм. Понятно. У вас как бы основной документ для контроля компетентности такой серьезной, скажем так, строительной компании – это лицензия. А подскажи, пожалуйста, нужно ли для получения лицензии подтверждать наличие опыта у строительной компании, предыдущего опыта? Либо же, по сути, вот я тоже от тебя услышал, что основной формой ведения деятельности является создание новой компании, да, даже если это с иностранным капиталом, но получается у этой новой компании нету какого-то опыта фактического, но именно на этом юрлице. Если для лицензии требование, что нужен практический опыт там, строительства объекта именно этим юрлицом, или такого требования нету, и получается, что новая компания может получить лицензию даже на, там, на условно строительство потенциально опасных объектов. Ну, если говорить об общестроительных работах, на них не требуется лицензия. Если говорить о специализированных объектах, это, опять же, особо опасные производства, мосты, тоннели, да, там лицензия требуется, но в то же время имеется категорийность, так скажем, этих объектов. Если объекты первой категории могут и не требовать какого-то опыта для получения лицензии на Мгм. строительство объектов первой категории, то последующие категории, вторая, третья, четвертая, они, соответственно, имеется требования по наличию опыта по строительству, допустим, если вы получаете вторую категорию, хотите получить, у вас должен быть опыт по первой категории. Мгм. Если вы идете на третью категорию, то, соответственно, определенный опыт в строительстве объекта второй категории должен быть.
Эти требования есть. В качестве примера, если говорить, допустим, о проектировании, есть обязательная лицензия на разработку э, архитектурно-градостроительной документации, так скажем. Э, Опять же, это общее направление лицензии. В этой категории есть 24 вида подлицензий. И, соответственно, каждый подвид, опять же, делится на категории. 4 категории, соответственно, по каждому подвиду, по каждой категории есть свои определенные требования и персоналу, и к опыту работы, и присутствию, продолжительностью этого опыта, требования к материально-технической базе. То Мгм. есть у каждой категории свои требования. А я вот очень такой услышал момент, что общестроительные работы по сути не требуют лицензии, но общестроительная работа это очень широкое там понятие, там и земляные работы могут, да, и водоснабжение, там, ой, что такое? Вопрос так, что такое специализированные виды работ? Как- Я хочу понять, какие виды работ условно не требуют лицензии. Понятно, что это какой-то большой круг работ, но может их можно как-то описать. Ну, для моего понимания, я хочу построить десятиэтажный дом жилой. Мне лицензия нужна будет для какого-то специализированного вида, или я могу его, по сути, без лицензии построить? Ну, десятиэтажный дом, если говорить, если там присутствуют элементы строительства методом промышленного альпинизма, да, лицензия потребуется. Мгм. Если говорить об общем строительстве, то в данном случае лицензия как такового не нужна, если это не связано с проектированием. Мгм. Проектирование– это обязательно лицензия. Мгм. Понял, понял. А как государство контролирует компетентность этой компании? Ну, все-таки жилищ, ну, жилой дом 10 этажей. Оно, по сути, контролирует через то, что нужны специальные люди для выполнения этих работ, прорабы и там мастера с сертификатами. Контроль происходит, что нужно. Все верно, как и до этого я говорил, э, имеется обязательный, по любым объектам имеется обязательный государственный технический надзор. При осуществлении государственного технического надзора, опять же, проверяется вся первичная документация, специалисты. Специалисты должны иметь допуски, сертификаты. Посредством э, таких специалистов, фактически осуществляющих работы, так скажем, и ведется контроль. Понял. А вот часто там компании там международного класса, скажем так, с именем приходят и говорят, да у нас там аттестаты, сертификаты и прочее там выданы в разных странах, Италия, Китай, там Европа и так далее. Вопрос, признаются ли их аттестаты, можно ли их как-то трансформировать в местный разрешительный документ, либо же какой бы ты там крутой не был и сколько бы у тебя корочек не было, ты все равно должен прийти в Узбекистане и получить местную лицензию, ну, если она требуется, и местные корочки. Ну, я бы ответил так, что автоматическое признание иностранной лицензии там, или каких-то допусков в Узбекистане не предусмотрено. Мгм. Э, Логика градостроительного, да, законодательства привязана все-таки к местному правовому режиму. Мгм. Поэтому иностранная компания может иметь, так скажем, лицензии и допуски иностранной компании могут иметь коммерческую ценность в целях там, Тендер. прохождения тендеров, э, вхождения на рынок. Но эти документы сами по себе не заменят местных допусков. Мгм. Я опять же, как говорил, квалификация иностранных специалистов, да, она принимается, но путем сертификации. Мгм. Понял.
Вот хочется понять все-таки этапность получения этих допусков любых. Может как-то начать снизу, условно, с людей, и потом до компании дойти. То есть мы уже и так описали, что есть сертификаты на людей, есть лицензии на компании, есть строительные работы, которые, по сути, не лицензируются на компанию, но лицензируются на... Ну, не лицензируются, а сертификаты получают люди, и тем самым происходит контроль. Если пойти снизу вверх, вот компания выходит на рынок, с чего и начать? Я так понимаю, нужно искать, нанимать, либо обучать своих людей и в первую очередь сертификацией заниматься людей, чтобы потом получать какие-то допуски на компанию. Правильно я понимаю? Ну, если говорить об этапности вхождения иностранных компаний, наверное, можно выделить 6 этапов, так скажем. Это определение модели входа, в первую очередь. Это будет представительство, филиал, постоянное учреждение, дочерняя компания. Ну, как я и говорил, если говорить об операционной деятельности, в большинстве случаев это открытие дочерней компании в форме общества с ограниченной ответственностью. Государственная регистрация, аккредитация присутствия, постановка на налоговый учет. Э, То есть это база. Получение лицензии или вхождение в уведомительный режим. Это в зависимости от видов деятельности, если таковые будут применяться. Мгм. Ну, по сути, это, если компания входит, она, как правило, входит под конкретный объект, да, и тогда этот объект надо оценивать, ну, на предмет того, лицензируются вот его виды строительства или нет, или это уведомительный порядок, то есть, хотя могут, конечно, компании входить. Да, обязательно, как я и говорил, это на первом этапе до входа уже определяется, для чего входит. Мгм, мгм, И имеется ли какой-то проект, объект, или же компания просто хочет войти и уже потом начать свою деятельность, искать объекты, допустим, проекты, да? Это вот в связи с тем, что вот как это определиться, после этого нужно будет смотреть и думать о получении лицензий, допусков, соответственно, набора персонала под эту деятельность. Э, Опять же, формирование, да, кадрового контура. Это могут быть какие-то местные специалисты. Если это не местные специалисты, иностранные специалисты, то прохождение учебы и получение ими сертификатов, разрешений на трудовую деятельность. Э, Дальше, наверное, проектная уже часть. Это уже касательно объектов. Ну и, наверное, после уже проектной части согласования уже получение различных документов на само непосредственно строительство. мгм, мгм. А если мы говорим про какие-то сроки ориентировочные для получения вот этих лицензий, если мы про серьезные объекты, потенциально опасные говорим там, я понимаю, что многое зависит от того, как быстро ты найдешь персонал, трудоустроишь и так далее, но в среднем сколько может занимать там получение лицензии? Там можно негативный сценарий, можно позитивный, можно средний рассказать. Ну, сложный вопрос, и интересно, конечно. Понятное дело, что обычно в законах и административных процедурах там декларируется 15 дней. Вот вы подали Да. документы, мы рассмотрели и получили. Ну, мы все понимаем, что бумажные сроки значительно отличаются от фактических сроков. Да, опять же, это связано э, со сложностями, которые могут возникнуть, да, в связи со входом или же э, с какой-то деятельностью будет связано. Необходимы ли лицензии, необходимо ли определенное количество специалистов, необходима ли какая-то материально-техническая база. Э, Опять же, вопросы финансирования. В целом, если брать, скажем так, позитивный сценарий, у компании все есть, она располагает всеми возможностями обеспечить и кадровый потенциал, и материально-техническую базу. Я думаю, с момента, значит,
входа и до получения лицензии может потребоваться от, скажем так, 3 месяцев. Мгм. Я думаю, на большинстве рынков это от 3 месяцев до полугода такой вот Да. лаг времени, который нужен, чтобы все это сделать. Понял. А вот как раз говорили про обучение и аттестацию, сертификацию вот этих специалистов в Узбекистане. Часто же иностранные компании везут свой персонал. А как этот персонал может сдать этот экзамен? Он на каком языке проходит? Можно ли там выбрать условно язык или это только на узбекском языке? Как это работает? Вот эта сдача экзамена. На А, русском можно сдать этот экзамен? Ну, если... Ну, официально документооборот и все взаимодействие осуществляется на государственном узбекском языке, но на практике очень много случаев, когда э, как бы переходит на, так скажем, язык межнационального общения. Это здесь русский. Мгм. Поэтому, я думаю, проблем с этим не будет. Понял, понял. Следующий вопрос. Мы уже его затронули. И все-таки какую форму лучше для ведения строительной деятельности делать? Филиал, постоянное учреждение, то бишь постоянное представительство, просто представительство, условно, там для представительских функций. Что у вас распространено, что лучше использовать и почему? Ну, для полноценной деятельности я все-таки бы рекомендовал открытие дочерней компании в форме общества ограниченной ответственности. То есть здесь и корпоративно она удобна, по срокам, значит, э, это очень выгодно. И это даст возможность в том числе и для найма иностранного персонала, так как необходимо получение разрешений, э, так скажем, общей лицензии. Я ее так образно называю, лицензии на найм иностранного персонала. Мгм. Также можно рассматривать осуществление деятельности иностранной компании через постоянное учреждение или же в координации с местным лицензированным партнером. То есть это все зависит от целей вхождения. Если говорить про какой-то единичный объект, э, то там можно смотреть все варианты. Мгм. Поэтому, Э, опять же, ну, резюмируя, могу сказать, что либо местная дочка собственной лицензией и разрешениями, либо структурированное сотрудничество, так скажем, с местным лицензированным подрядчиком. А как это сотрудничество может быть структурировано? Условно консорциум какой-то или вхождение в компанию корпоративно? Как это может быть? Условно это может быть и консорциум, это может быть найм местных подрядчиков, субподряд для осуществления определенного вида работ, Мгм. не требующих лицензии или определенных допусков. В целом, так, две основные модели, так скажем. Очень хороший вопрос, практический. Я условно генподрядчик на объекте, и некоторые виды работ требуют лицензии, и я при этом нанимаю субподрядчика, у которого есть такая лицензия, но у меня как генподрядчика ее нету. Так можно работать, или я должен иметь лицензию как генподрядчик, несмотря на то, что я лично эту работу не выполняю? В целом запрета так работать нет, но могут быть требования со стороны самого заказчика. Мгм. Если заказчик поставит такое требование, что нет, ты не имеешь права нанимать субподрядные организации. Мгм. Но если таких запретов со стороны заказчика не будет, то в целом можно и работать по такой структуре. Мгм. Понял, отлично, спасибо. Про форму выхода мы поговорили, про нужен опыт или не нужен мы поговорили.
Есть ли какие-то проблемы открыть банковский счет, вот когда мы дочернюю компанию открываем, либо для иностранной компании, когда она решила работать через постоянное учреждение, встала на налоговый учет и хочет открыть в Узбекистане банковский счет? Вот в этих моментах могут быть какие-то проблемы А, с банковским сектором? Если говорить о местном присутствии, это вот дочерняя компания резидента Узбекистана или же постоянное учреждение. Э, После постановки на налоговый учет соблюдения всех формальностей, проблем с открытием счетов обычно нет. Мгм. Мгм. Отлично, понял. Давай сделаем какое-то резюме, какие сложности для иностранных компаний могут быть при выходе на рынок. Ну, как-то опишем их потенциальные проблемы. Сложности, ну, если резюмируя, это, так скажем, не сколько сложностей, а сколько могут занять определенное количество времени. Это вот подготовка документов материнской компании, где-то необходимо их апостилировать, где-то необходимо их перевести, подготовить пакет. Э, Опять же, связано с переводом, локализацией этих документов для последующего представления в уполномоченные органы. М. Второй блок, я бы сказал, подбор местных специалистов, руководителей проекта или же найм иностранных, то есть подпадающих под квалификационные требования и необходимость получения допусков. Э, Адаптация, допустим, проектных документов, если они составлены за границей или же иностранными проектными организациями, их адаптация под местные требования. Мгм. Э, Трудовое миграционное оформление иностранных сотрудников тоже требует времени. Ну и основной момент – это получение лицензий допусков, если виды деятельности требуют получения таковых. Мгм. Понял. Тут у нас вопрос в чате есть, но я думаю, что мы на него отвечали уже. Спрашивают, принимаются ли документы, ну, у нас это в Беларуси называется аттестаты соответствия сотрудников, да, вот как раз их квалификацию подтвердили, там, ты инженер, там, общестроительных работ, и тебе выдается документ об этом. Спрашивают, нужно ли подтверждать эти документы в Узбекистане. Я, как понял из нашего общения, неважно, есть у тебя другие строительные подтверждения, именно как у физического лица, да, ты их там можешь приложить, но тебе все равно нужно сдать экзамен, чтобы получить условно узбекский аналог такого сертификата. Ну, смотрите, в зависимости от цели, если говорить, допустим, о документах о получении высшего образования и для чего эти документы нужны? Для устройства в штат какой-то организации, где требуется, значит, работодателям предоставление такого диплома, здесь предусматривается, у нас предусмотрена нострификация, Мгм. Ну, это признание. условно мы говорим, Да, правильно? признание документов о высшем образовании. Если говорить в целом о найме специалистов для осуществления работ, то, как я говорил выше, э, это сертификация. Сертификация. Для получения сертификата достаточно предоставления подтверждения квалификации, выданного даже другим государством. А, Его могут принять, но при этом специалист должен будет пройти обучение и получить сертификат. Ага. А наличие местного сертификата уже предоставляет Ну, экзамен ему право надо будет допуска. заново сдавать или нет? Да, там тесты проводятся. Мгм. Понял. Понял, спасибо. Это, по сути, мы сейчас ответили на вопрос, какие сложности для иностранных компаний есть, и мы еще ответили на вопрос из чата. Перехожу тогда к следующему вопросу. Можешь ли ты в общем порядке описать процесс строительства в Узбекистане? Я думаю, во всех странах он плюс-минус похож, и это как раз-таки позволяет вести там проекты из одной страны в другой, потому что процесс плюс-минус одинаковый. Но какие вот общая этапность строительства
Узбекистане, в том числе с точки зрения права. Там я условно хочу от получения разрешений на проектирование и строительство и до ввода объекта в эксплуатацию. Может, какие-то ты можешь шаги рассказать здесь? Ну, так, в обобщенном виде это, наверное, прежде всего вход на рынок, выбор корпоративной структуры. Мгм. Да, оттуда будет уже дальше идти получение исходных данных, оформление площадки, если говорить о самом объекте, проектирование, прохождение согласований, экспертиз, э, получение разрешительных документов, сами строительно-монтажные работы, э, надзор, контроль и вот завершение в эксплуатацию завершенного объекта. Мгм. Понял. И при этом, наверное, надо отметить, что часть процедур по согласованию и вводу объекта, она регламентирована административными регламентами и цифровыми сервисами. Поэтому там сильно на этапности не повлияешь. Э, так скажем, это снижает произвольность процесса. Поэтому она жестко регламентирована. Мгм. А, Ты упомянул цифровые какие-то сервисы. Я вот хотел как раз, у меня там крайний вопрос, один из крайних. Цифровизация строительного процесса в Узбекистане, как она проходит, есть ли какие-то шаги в этом плане на практике, как это все происходит? Да, цифровизация у нас проходит последовательно, разрешительные, согласовательные процедуры. Все активнее проходит через центры государственных услуг в электронном формате. Отдельные разрешения, допуски оформляются, опять же, в цифровом формате. Одновременно государство, наверное, усиливает контроль над проектированием, экспертизой, авторским техническим надзором, в том числе посредством цифровизации. У нас существует система прозрачного строительства. Она внедряется до сих пор, как бы Процесс развивается внедрения. с 2020 года. Это оцифровка контроля, повышение открытости строительной отрасли, охватывает, наверное, на данный момент весь цикл от электронных тендеров и заключения договоров до мониторинга финансирования. Это особенно важно на государственных объектах или на объектах с участием государства. Если говорить об иностранных компаниях, наверное, для них это означает двойной эффект. С одной стороны, выше прозрачность для входа, так скажем, это плюс большой. Формальная предсказуемость, но и с другой стороны, э, наверное, цена ошибки в статусах, сроках также будет негативно влиять на деятельность компании. Мгм, мгм. Любой вот кто входит на рынок, хочет что-то где-то сначала сам почитать, в том числе законы. У вас база законов, есть какое-то дублирование на русском языке или у вас все на узбекском языке именно законы? А, Система lex.uz Мгм. а, это национальная база данных нормативно-правовых актов. Большинство актов, они переведены на русский язык, а, принимается на узбекском, но большинство актов, они переведены на русский язык. В принципе, там они в открытом доступе, можно ознакомиться. И в связи с этим вопрос, какие основные в стройке нужно почитать, условно, законы, ну, такие базовые, которые позволят понять основные шаги. Например, в Беларуси у нас кодекс принят архитектурной и градостроительной деятельности. Может, у вас тоже кодекс или какой-то основной закон? Что почитать на этот счет? Ну, основной закон это, опять же, градостроительный кодекс, имеется земельный кодекс, гражданский, ну, это база. Если говорить непосредственно
о строительной сфере, э, я бы отметил какие-то подзаконные акты. Мгм. Можно посмотреть, ну, допустим, весь указ президента номер 151, я вот дату не помню, это вот касательно требований квалификации специалистов, Мгм. прохождения сертификаций. А, Мгм. Еще вопрос. Есть ли у вас отдельные, не знаю, постановления, как правильно сказать, подзаконные акты, которые регулируют порядок заключения договора подряда на выполнение строительных работ и проектных работ? Или у вас просто гражданский кодекс, как договорились, так договорились? Или есть какие-то правила заключения и исполнения этих договоров? Жестких правил нет. В большинстве случаев требования к договорам выдвигаются со стороны заказчиков, так скажем. Мгм. А, В зависимости от объектов, проектов, финансирования требования могут быть разные. От знакомым международной практики, скажем, контрактов EPC, EPCM, контрактов FIDIC или более сложных моделей. Э, Если это говорить о частных заказчиках, там требований практически не существует. Мгм. Я сейчас обращаюсь к зрителям. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, сейчас их задайте, потому что мы выходим в YouTube, и у нас есть задержка трансляции, и буквально через 5 минут мы уже будем заканчивать, и поэтому я хочу задать еще два вопроса Азизу, а у вас есть время задать вопросы, на которые вы хотите получить ответ. Если такие будут, мы ответим. Вот переходя еще к вопросу, который ты упомянул, у вас много международного финансирования, там Международный банк развития, там Евразийский банк развития и так далее, и так далее. Евразийский банк развития, да. Насколько у вас распространены вот как раз специальные проформы типа FIDIC или там другие проформы? Есть ли на практике такое в Узбекистане? Работает ли реально рынок с этим? По большим Ну, проектам, естественно, не на если, маленьких. если говорить о больших инфраструктурных, промышленных значит, проектах, финансируемых за счет средств международных финансовых организаций, в большинстве случаев применяются проформы FIDIC, э, ну и, соответственно, требования к ним. Мгм. Более распространенная модель, так скажем. Понял. И такой провокационный вопрос. У нас на странах постсоветского пространства есть такой условно институт получения специальных льгот. Ты можешь либо инвестдоговор заключить с государством, но это как бы более регламентированная процедура. Ты знаешь, какие льготы ты можешь получить, потому что это, как правило, законом предусмотрено, и они, как правило, не индивидуальные. А если у вас индивидуальные нормативно-правовые акты, это могут быть указы президента, либо правительства, я не знаю, как это у вас, которые позволяют получить определенные индивидуальные льготы под определенный проект. Ну, ты можешь... А с 2020 года введены изменения в налоговый кодекс, который запрещает предоставление индивидуальных каких-то налоговых льгот. А, Льготы, если они предоставляются в какой-то сфере, распространяются на всех, кто может ими воспользоваться. Но и, скажем так, до сих пор присутствуют льготы или преференции не индивидуального характера, но направленные на реализацию определенных проектов. Мгм. Понял, понял. Есть у нас вопросы в чате? Вопросов нету. Я предлагаю заканчивать. Мне кажется, вот такое 50-минутное видео позволяет реально понять азы, базу для того, что нужно делать при входе на строительный рынок. Азиз, я тебя благодарю за выступление, за ответы на мои вопросы.
спасибо большое, что поделился своей экспертизой. Коллеги, если у вас возникнут какие-то вопросы, заходите на сайт Ривера, там есть форма обратной связи, вы можете прислать нам письмо, и мы постараемся на любые ваши вопросы ответить. А если вам нужна будет помощь со входом на строительный рынок Узбекистана, сопровождение бизнеса в Узбекистане, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию, мы будем рады помочь. Азиз, еще раз большое спасибо. Может, от тебя какое-то слово Да, завершающее? Сергей, благодарю. Ну, как в заключение, э, хочу отметить, что строительный рынок Узбекистана – это рынок роста, индустриализации, инфраструктурного расширения. Поэтому вход на него требует, наверное, локальной юридической архитектуры. Э, Очень, рынок очень интересный. Для правильного входа мы всегда рады будем помочь. Поэтому всех благодарю. Спасибо большое. Всем до встречи, до новых наших выпусков. Следите за нашими новостями. До свидания. До свидания.